Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Расклад опять такой, так что да, думайте о мужчине, либо давайте смотреть, кто придет сейчас, да. Да, можете, как всегда, проговорить его имя, если именно вот его энергию, энергетику хотите сюда поставить, да, чтобы он притянулся на расклад, и именно он сейчас пришел и рассказывал. Расклад общий, так что делайте, как вам сейчас виднее, и это будет правильно. И это будет правильно, как всегда. По-любому вы нашли этот расклад, открыли, и он вышел, и сейчас будет что-то интересное идти, потому что вы должны были встретиться с этой информацией пока что. А в конце расклада посмотрим, будет ли встреча с мужчиной. Обязательно. Вот такой вот расклад сейчас будет. Какой-то необычный, я думаю. Угу. Мужчина. Приходи. Мужчина, приходи. Приходи. Башня, любовь, разрушение. Ох, как ему плохо. В любви разрушение и боль. Знаете, почему-то он сейчас думает, что его предали. Тебя предали действительно. Как будто бы высшие силы сейчас... Что я не так сделал, что высшие силы меня наказывают, говорит мужчина. И в то же время его понимание, а что я действительно сделал не так? Я же все так делал, потому что так получилось, потому что такое время, потому что. Он пытается себя оправдать, но он чувствует боль, он сам себя грызет. И да, с одной стороны, он думает, что его высшие силы сейчас за что-то наказывают, потому что у него реально разрушение, в психике точно, а то и вот в жизни. И боль, которую он переживает из-за любви. У него нет любви в его жизни сейчас. Он очень хотел быть любимым и таким, как по вот этой карте, сильным, таким вот ко мне все бегут, вот только я всем нужен. Но его кто-то, смотрите, у него тут, его укусила змея. Что-то было в его жизни, что ситуацию по поводу его жизни, даже вот вашей, да, вместе с ним, что-то оттолкнуло, отвело, и вот как яд попал в ваши отношения. Чей-то яд попал. Очень, я говорю, будет расклад необычный. Здесь сразу же такое выходит. Он в иллюзиях живет каких-то. Он сам строит себе проблемы. Реально по этой карте. Он сам строит себе проблемы. Вроде бы язык показывает, я такой весь, да, а сам наступает на свои же грабли. У него много дорог сейчас. Либо он сейчас реально в дороге. Именно вот на этот момент он едет куда-то. Или планирует вот-вот поехать. Обязательно дорога какая-то либо есть, либо вот-вот будет. И эта дорога, она, кстати, многое прояснит для него. Он с кем-то встретится. Кто-то ему что-то скажет, что-то будет делать, и у него как глаза откроются. Он поймет, что ему надо дальше делать, наконец-то. Тут недаром высшие силы вышли 20-й аркан, да еще и после вот таких. Он сейчас в дороге. Смотрите, расклад общий. Он еще не был там.
Либо вот он проснет, допустим, спит, проснется и поедет, либо уже едет. Но это вот-вот. Это очень чувствуется. У него должна быть эта дорога, и именно с этим человеком он должен встретиться. Специально, неожиданно, тоже без разницы. Но с каким-то человеком. Этот человек грыз его. Либо этот человек наконец-то даст ему понимание, какое-то понятие. Ну, тут как со спины. Либо этот человек откроет глаза, либо он сам откроет на этого человека глаза. Но что-то будет. У него многое поменяется в его голове. Многое. Знаете, ему с одной стороны станет хорошо, он успокоится и поймет по магу, с какой стороны ему решать проблему, с какой стороны подходить, как правильно поступить. Маг 4 стихий, 4 руки. Но с другой стороны 4 кубков выходит. Он и про себя тоже многое поймет. И будет плакать. Я не знаю, может ли он плакать, но душа у него рыдать будет. Что он упустил возможность, именно упустил собственноручно, возможность жить в счастье и очень шикарно жить. Вы не вместе. Здесь разрушение сразу вышло. И боль. Боль и к вам была вот пара и боль. И у вас боль есть по поводу этого человека. Ну, либо была, либо есть до сих пор. Ну, такое вот. Ты специально едешь куда-то неожиданно, там, неосознанно, или ты понимаешь, что тебе надо это сделать? Он понимает, что ему надо это сделать, но он не ожидает, как оно все обернется. Ну, у него планы, можно так сказать. Он планы, он видит, что надо, как надо, так, я туда-сюда, но вдруг спонтанно, там как птичка с письмом, да, вроде вот человек работает, делает, едет куда-то, с кем-то встречаться будет, и тут вдруг вот такое вот со спины. Он не ожидать, он не будет ожидать вот этого поворота в разговоре. Здесь как правосудие, действительно юстиция на дне колоды. Здесь как правосудие ключиками двери какие-то откроет. Как будто бы что-то третье проснется. За и против, и вот наконец-то третий вариант решений. Мужчина, а ну расскажи о себе немножко. Какой ты вообще? Император. Ну куда ж без этого? Император он. Император. И всегда был, и скорее всего будет, да? Ну у него как? По 7 кубков мечты в голове, какие-то желания. Но такое впечатление, что он не бежит вперед за ними, он как будто откладывает на потом. Вот это его маленькая загвоздка в жизни, что он постоянно откладывает на потом, а потом может не случиться. Хотя у него очень много желаний, планов каких-то. Он понимает, что он действительно хочет. Он понимает, где надо и как поступить, приехать, присутствовать, вот это все. Но он почему-то живет по накатанному. Он не открывает себя, он не бежит, он хочет, чтобы его за руку вели. В то же время он император. Как это? Это он всех за руку должен показать, что ведет. Есть у него неустойчивое что-то внутри. Он очень хочет богатства, кстати.
Да, он хочет богатым быть. Девятка кубков. Он очень любит себя. Он хочет быть богатым, но он не хочет вкладываться. Он потом придет время, все, судьба распорядилась. Вот так, значит, так, придет время, у меня уже планы, и проходит год, может и 20 лет пройти, как говорится, да. Вот. Но он странный немножко человек. У него столько в голове, у него столько в планах хорошего, но он, кто его травмирует, кто его отрезает от этой жизни, а? Кто тебя отрезает? Две карты. Реально как отрезает. И сам себя, кстати, по этой карте. Да и, в принципе, и по этой карте. Он как будто сам себя. Вот у него новые дороги. Но это семерка мечей. Это обман со стороны и обман сам себя обманывает. Ну и со всех сторон есть тоже. У него есть брат. Смотрите, расклад общий, опять же, да. Мне как будто бы идет двоюродный или даже троюродный. Но не обязательно, говорю, расклад общий. Может и родной, может реально троюродный, да. По-моему, если не ошибаюсь, я здесь вижу женскую энергию по маминой линии. Опять говорю, все-таки расклад общий. Но общая вот эта энергия, которая приходит, у него есть брат. Но почему-то этот брат намного успешнее, намного понимающий, вот, чем вот этот мужчина. И этот брат хотел общаться рядышком как-то, но мужчина его как будто бы отталкивает. А знаете почему? Он комплексует перед тем братом. Хотя зря. Вместе они многого добились бы. Хороший человек тот брат. Я говорю, может, троюродный. Может быть, даже он давно уже не общается. Но психологически внутри себя он понимает, что у того хорошо, а у меня вот как-то не так. Почему эта информация сейчас пришла про брата? Очень редко такое вообще. Он хочет с ним сблизиться, он хочет с ним поговорить. Он, может быть, недавно начал или хочет начать с ним хотя бы переписываться более часто, так, более искренне и по-братски. В каких-то вопросах ему нужна поддержка и, может быть, даже финансы. Здесь подлости нет с его стороны, но знаете, почему эта информация пришла? Потому что это открывает его, какой он есть на самом деле. Даже информация по поводу брата дает ему оценку, что если он изначально не видел классного человека рядом с собой и оттолкнул его от себя, он как раз уже тогда начал делать ошибки. Потому что он прислушивался к мнению не тех людей, давайте скажу. Я их вижу немножечко даже, но если простыми словами сказать, к мнению не тех людей. И сейчас, в своем возрасте, через время он начинает понимать. Он хочет приблизить своего брата поближе, но там как получится уже. Я говорю, расклад странный, такого еще не было. Такого еще не было. Любит себя, действительно любит себя. Седые волосы есть. Так. Ну давай, мужчина.
Говори, что у тебя в голове, там, на сердце. И знаешь, лучше всего все мысли расскажи. И по поводу вас, да, по поводу девушки, которая сейчас смотрит. И вообще хочется в его голове покопаться, его мысли услышать. Ох, покопаться, вот как покопаешься. Когда он закрывает и уши, и все. Очень четко карты говорят про него. Они просто его как портрет пишут. Просто его портрет пишут. Знаете, он как актер в этой жизни. Он любит на публике быть. Он очень часто переливает из пустого в порожнее. Он действительно, когда ему говорят четко, открыто, прямо, он не закрывает уши, он просто не слышит. Ему даже напиши все в смс-ке либо на листочке, он прочитает и увидит только то, что ему выгодно. Он не видит, он не слышит. Знаете, что хочется здесь сказать? Он вас обижал. Он вас обижал, и вам больно. Я не хочу туда лезть, честно. Это как будто бы вы. Хоть на Луну вой. Вот такое вот здесь идет. Я сейчас, видите, как остановилась даже в раскладе, не говорю, да, потому что я себя сейчас, спрашиваю, говорить или нет, потому что я вижу вашу боль, я вижу, насколько он вас обижал словами. Как будто бы вы говорите, давайте я по-хорошему хотя бы скажу, потому что там, по-моему, было хуже. Как будто вы говорите постоянно глупости. И чуть ли он вам постоянно рот не затыкал. Как будто вот с его стороны, да закрой ты рот, да что ты несешь, да какой-то бред. Кстати, по-моему, уже было как-то в раскладах вот этот посыл, но чуть-чуть. А здесь открыто. Здесь реально мужчина сейчас, вот это открылось в нем через поток, и расклад это говорит. Карты это говорят. Вам хотелось убежать, вам было больно. Вы хотели доказать, вы надеялись, что как оно изменится, исправится. Что придет время, и все будет по-другому, что просто надо подождать. Это ваши мысли. Я буду в конце расклада говорить, если вы хотите быть с ним, что карты скажут обязательно. Вдруг он изменился. Действительно, наконец-то. Но больше здесь на сегодняшний именно день. Такое впечатление, что этот мужчина пришел сказать, я пока что еще не меняюсь. Хотя в начале расклада первое, что было, это то, что он с кем-то скоро встретится, и у него откроются глаза. Может, после этого он реально изменится, потому что вы его не смогли поменять, хотя очень пытались. Вы разными способами. Я сейчас говорю это, я вижу, очень вижу. Да, может быть, эта информация не для всех будет, как бы у каждого свое немножко. Но вы пытались его поменять. И разными способами. И как будто бы молчали в какой-то период. И как будто бы что-то пытались доказать. И как будто бы, наоборот, со стороны обходили. Вот разными. А он вот на своем. Как будто бы сценарий заучил или кто-то ему в голову вложил. И вот на сцене играет. Мысли у него путанные, мысли у него разные. Больше всего он сейчас жалеет себя. Любви ему не хватает, солнечных дней мало. Солнце есть, по природе солнце есть, да, по погоде. Вот, но в его жизни, в его душе солнышко хочется. Ты понимаешь, мужчина, что ты обижал?
Паж Пентаклей. Ну, где-то да, и в то же время не до конца. Он как у разбитого корыта он оказался. Слушайте, реально. А ты что, хотел, чтобы девушка, которая сейчас смотрит, оказалась у разбитого корыта? Ему это внушили. Либо он сам это внушил, что это ты должна у разбитого корыта остаться, а не я. Самообман и обман со стороны. Кто-то ему на вас, ох, как наговорил. Что-то нехорошее про вас кто-то сказал. Как будто бы вас очернить хотели и подставить. И по-моему, его родственники. Тогда тоже не буду глубоко лезть. Он понимает, он как вот сам у разбитого, видите, гвоздики валяются. Как плохо у него все. Угу. Черное-белое. Он так долго шел к какой-то своей цели, но цель она большая, не просто к чему-то, а что-то большое. Здесь получается, что он хотел богатства, он хотел общения нормально, он хотел видеть все свысока, он хотел, чтобы кто-то обязательно присутствовал в его жизни, чтобы был вот ниже его. Но он не рассчитал свои ходы жизненные. Жизнь, она черно-белая. Он проигрывает партию. Партию любви. Хотя мечты в его голове до сих пор есть, но жизнь тяжелая. Это карта мечты, 7 кубков и тяжесть. Вот так. Вот такой вот мужчина здесь. Но чувства просто они как будто бы вот... Ну давай еще раз тебя спрошу. Чувства какие девушки, которые сейчас смотрят у тебя на самом деле? Плачет он. А кто-то сзади все равно грызет. У него кто-то есть со спины. Любовь есть к вам. Вот она. Там, в душе, глубоко. Но она есть, эта любовь. Он хочет просто завязать вас. Кстати, ниточки до сих, как я всегда говорю, но они реально, вот вы до сих пор еще на этих ниточках, как привязаны друг к другу. Но кто-то сзади грызет. Кто-то ему в помощь шел и хотел для него счастья, но как будто бы тоже оттолкнуло его что-то. Да, он вас любит. Мысли, что у вас все хорошо, что... Сейчас, еще одна. Что у вас все хорошо, но вы никогда не будете что-то просить у него, либо помогать ему больше, потому что вы очень сильно на него обижены. Вот такое вот мысли про вас. Вы королева мечей, обиженная, но очень сильная. Кстати, он думает и знает, что вы мудрый человек. Он знает подсознательно. Хотя многие ему говорили, что она, про вас, что она вообще ни о чем не думает. Было такое. По этим картам, сочетание этих карт точно так. Но он понимает, что вы умный человек. Да, есть такое. И у вас денежки, он видит. Вы в стабилизацию вышли. А зачем ты о деньгах думаешь, о денежках? Потому что мне одиноко, потому что у меня все не так, а у нее все хорошо. Вот такой вот. Карты, ну подскажите, что сейчас девушки, я вас девушками буду всегда называть, ладно? Потому что мы все девушки. На торт надо ставить 18. Все. Я, конечно, так по-своему пытаюсь пошутить. Ну, как-то так. Так, карты, скажите, пожалуйста, что, девушки, понять? Самое главное из этого расклада. Подвешенная ситуация,
взгляд, победа и любовь, победа в любви. О, хорошо, смотрите, что вам как подсказка идет в этом раскладе. Перестаньте объяснять себе что-то. Не знаю, почему так идет. Давайте скажу, а вы уж сами думаете, что это. Вам, не знаю. Смотрите. Сочетание карт такое. Перестаньте объяснять себе совсем. Вот не объясняйте себе ничего. Каждый раз, когда вы пытаетесь что-то объяснить, объясниться, достучаться до кого-то, в данном случае до человека этого, да, когда это было, либо сейчас вы хотите, опять же, расклад общий, вы отдаете ему свою энергию, которую он смывает, извините меня, туда, куда смывают. Реально так идет. Подвешенная пустота. Подвешенная пустота, но из пустоты, да, можно углядеть, усмотреть. И если вы немножечко не будете бежать, а вот посмотрите, то вы получите в свою жизнь возвращение победоносной любви. Вы выходите, время пришло, вот у него на ноге даже здесь часы подвешенные, да, время пришло исправить ситуацию. Знаете, что нужно сделать? Метод какой-то такой каменный, тут победная стена, каменной стены. Перестаньте ждать от него или от кого-нибудь сочувствия. Если вам больно, сходите и просто развейте себя. Кино посмотрите, к подруге, к еще кому-нибудь сходите, да, но не давайте человеку, который вас обижал, возможности очередной раз сказать, что вы не такая, вы глупая и так далее. Даже если это речь даже здесь о мужчине, да, и на будущее тоже. Это самый главный прорыв ваш в победоносное понимание любви и принятие отношений. Потому что отношения в вашу жизнь идут. Просто нужно немножечко переделать, чуть-чуть совсем свое понимание, не себя. Хотя можно сказать, переделать себя, да? Но не столько себя, сколько понимания. Тот факт, что вы чувствуете себя одинокой, это ваш шанс увидеть мир без постоянного подавления. Посмотрите, как вам живется сейчас. Без плохих слов, без затыкания рта вам, без каких-то очень-очень обидных действий этого человека. И вы поймете, что вы хотите и что у вас сейчас нормализовалось многое. И к вашему пониманию притягивается любовь настоящая. Потому что немножечко вы тоже себя закрываете происшедшим из-за этого человека. Либо он действительно, император здесь на дне, либо он меняется, и вы как раз открываетесь, но уже в другом свете, в другом понимании. Из глаза такой свет. И он приходит другим человеком и по-другому будет с вами вести себя. Ценить будет каждое ваше слово. Либо он действительно до свидания навсегда, и к вам приходит любовь победоносная, счастливая и радостная, для вашего сердца, жизни. Да. Вот именно так карты захотели сказать на вопрос. Мне очень захотелось именно в этом раскладе задать этот вопрос. Вот так. Давайте дальше про мужчину. Говорю, сегодня будет необычный расклад. Хотя называется, да, что происходит в его жизни прямо сейчас. Это весомо. Значит, надо было именно вам, кто сейчас здесь, услышать. Не всем, видите как, не всем. У каждого свое время. У вас время пришло что-то действительно забирать в свои руки. Что тебя, мужчина, волнует, что тревожит? Мечи, мечи,
дьявол и подвешенная ситуация. Много его тревожит, волнует. Много что. Солнышка ему не хватает. Он трусливый немножко человек. Он очень хочет силу и правоту, ощущать, что это его. Есть такое. Знаете, что он боится? Он боится серьезного разговора. Он не может выдерживать боль, а ему сейчас больно. Он ни в какую не хочет ощущать себя или признавать себя виноватым. Ему проще сбежать, закрыться и попасть в то место, где хотя бы временно весело. И где не нужно быть там мужчиной, который несет ответственность за чувства, допустим, девушки, жены, там, семьи, да. Вот такое хочет, дьявол в нем прыгает. Поэтому на сегодняшний день его многое что волнует. Многое волнует, но больше уже, что не удалось, не удавшееся что-то. Потому что и подвешенная ситуация, и дьявол, и четверка мечей, разбитость, просто вот как больно ему, и хочется выздороветь. Но за спиной опять туз мечей. Это когда сам себе делаешь неправильно. Вот такое вот. Волнует его много сегодня, что жизненные ситуации даже немножечко на сегодняшний день отошли в сторону. А вот его личная жизнь, вот тут да, тут проблемка. Работает много, пытается отвлечься именно в физической работе. Именно что ты должен делать, чтобы отвлечься. Есть у тебя тайна. 13-й аркан. Есть у него тайна на сегодняшний день. Но она не открыта здесь. Это 13-й аркан, это аркан трансформации. Это карта смерти, как говорится, да. Но здесь идет 7-й, это обман, опять же. И маленький такой паж. У него, знаете, какая больше всего? Тайна из детства, либо тайна из юности. Что-то такое не сильно весомое, но то, что он не хочет рассказывать. Что-то было в его жизни, что он до сих пор еще не рассказал. Вот так. Он кого-то потерял, а теперь очень жалеет. Либо он заставил выкинуть что-то и очень жалеет. Может быть, ударил кого-то и очень жалеет. Но что-то такое здесь болезненное, не открыто до конца. Ты когда-нибудь откроешь это? Пятерка жезлов, может быть, но если это будет действительно, ну, если придет такое время, то он, да, проговорится. Есть ли у тебя радость? Грусть, тоска меня съедает. Закрыт, я закрыт, не хочу ничего, хочу страсти огня открытых дорог. Не хочу ничего, но хочу страсти огня открытых дорог. И все вот из пустого в порожнее. Но, с другой стороны, он верит, что ангелы все-таки придут и помогут ему. Ну, такая вот ангельская карта больше. Вот. Так что у небес он просит защиты и помощи, но его, по-моему, ничего на сегодняшний день не радует. Сейчас я эти скажу карты, но что у тебя в доме? Так. Странно.
Очень странно. Он как будто закрылся. Он действительно как будто закрылся. Он сейчас как будто с кем-то общается, разговаривает. Его энергия закрылась. Смотрите, у него в доме не так, как хотелось бы. Ему действительно в доме хочется отдохнуть, и в то же время из дома хочется бежать. Через 15 минут, как он ушел из дома, ему опять хочется домой. У него конкретные качели в ощущениях. Он как будто закрылся, зажался. И луна тоже как на ниточках. Он не знает сейчас, к кому бежать. У него нет человека, нет, реально нет. Нет человека, который бы его понял и просто пожал руку. По-настоящему. Не просто там хихи-ха-ха там или по делам каким-то, а по-настоящему. Ощутимо. Нет такого человека. Ты понимаешь, что ты упустил? Да. Он ушел. Он оттолкнул вас, ну, либо вы ушли. Он оттолкнул вас, не понимая, что он делает. Слушайте, он закрылся, он с кем-то общается сейчас. Так, мужчина, давай заново на тебя настраиваюсь. Бывает такое. Оказывается. Но он оттолкнул вас, вы разошлись. В доме пустота и холод. С кем ты общаешься? С кем-то он общается, как шахматная игра. Он по какому-то вопросу. Просто он в нем сейчас полностью. Он хочет исправить что-то. Он хочет показать что-то, что он действительно весом в этой жизни, потому что он на дно падает. Давайте так, посмотрим, что карты скажут. Что у него с другой женщиной, если она есть. Если вы знаете, что никого у него нет, пропускаем. Ну вот кто знает, что есть такая, да, или, может быть, догадываетесь. Давайте посмотрим. Что у него с другой женщиной? Какое впечатление, что он реально, вот его выгнали из дома, что у него никого нет. Если и есть у него другая, то они постоянно в ссоре. Они вообще не нашли ничего общего друг с другом. Здесь высшие силы уже трубят. Надо что-то решать. Что-то высшие силы над ними делают. Как будто чистка происходит. Что-то было магическое. И здесь как будто чистка происходит. И новые дороги открываются. Но либо ее нет в его жизни вот уже сейчас, либо, может, она есть, но ее нет. Ну вот, в душе, в сердце, в желаниях будущего ее нет у этого человека. А если она все-таки будет с тобой, потому что деваться некуда, есть такая ситуация? Ну, как обычно, мужчина такой. На все воля Божья, там, или на все фортуна, да, вот как фортуна. Фортуна выходит на ответ. Как уже вот колесико фортуны крутанется, да, где остановится, так оно и будет. Он не знает, что ему делать, хотя многое знает. Ты через время хоть немножко придешь в себя, потому что сегодня качели. Ну, когда солнышко, когда что-то поймет, когда за что-то зацепится, да, можно будет его уже четче читать. И он даже многое что проявит, расскажет, и, возможно, даже вы встретитесь. Сейчас буду смотреть, может, уже на днях, может, даже сегодня. Сейчас буду смотреть. Расклад-то общий. Так, сначала давайте спросим. Мужчина, твои действия, планы на завтра, допустим, на будущее. Прошлое.
Он хочет вас увидеть. Вы. Вот вы и как оно было в прошлом. Он сейчас думает, либо он думал недавно об этом, либо сами карты говорят, что он хочет. И еще одна есть женщина. И мужчина. Ну надо же. Он закрылся. Смотрите, здесь как пустота такая, как из-под тишка. Он закрылся, он спрятался. Он что, сейчас за вами наблюдает, что ли? Или вот-вот он позвонит? Или он сейчас представляет, как он к вам идет? Есть такое реально. Вот эта пара мне не дает заглянуть в него. Мужчина и женщина. Они закрывают его. Какие-то мужчины и женщины не хотят, чтобы он менял свою судьбу именно сегодня, именно вот в этот момент, именно в этот период времени. Кто они, я не знаю. Друзья, родственники. Может быть, мальчик, девочка. Ну, как-то так вот тут идет. Они как будто держат его. Очень странный расклад. И он уходит в пустоту. Он не знает, как ему поступить. Он ищет ответ, он ищет как шпаргалку, может, кто-то написал. Он ищет правосудие для себя любимого. Он хочет пройти через тяжелое что-то, скользкое, да, но он хочет встречи с вами, очень хочет, а кто-то не дает. Кто-то не дает. Либо это понимание, знаете, может быть такое, что он вспоминает жизнь своих мамы с папой, допустим. Или вспоминает жизнь своего друга или брата, опять же, да, там, совсем других людей каких-то. Или дети, может быть, у него дети, и дети не хотят его видеть, либо наоборот, хотят, чтобы он ничего не менял. Что-то здесь есть, вот эти вот две энергии, которые его стопорят. Но он выйдет из этого. Он реально скоро, вот вы скоро увидитесь, либо он напишет. Даже если он мимо пройдет, даже если он просто где-то там у кого-то спросит про вас, это уже знак, что что-то меняется. Единственное, так как расклад общий, кому-то из вас, да, хочется быть с ним, а кому-то и нет. Ну, будем сейчас смотреть, что делать и как оно будет дальше. Но он реально хочет вас увидеть, но ему не дают. Либо это из прошлого еще давит, либо даже до сих пор. Но здесь иерофант выходит. Иерофант говорит, что его как разрывает в разные стороны. Кто-то закрывает ему путь, а иерофант и небеса ему наоборот открывают. И он сейчас, да, вот на таком скользком. Ох, и сложный расклад на сегодня. Нет, он скоро будет с кем-то разговаривать, и это реально будет так, как надо. Нужно будет, очень нужно будет ему встретиться с тем человеком, и да, чтобы этот разговор состоялся. Если кто-то закроет ему этот разговор, он все равно будет, но позже. И опять же, многое может меняться. Вот этот разговор должен состояться. Что бы ты хотел сказать девушке, которая смотрит? «Я выбираю тебя», — говорит мужчина. Здесь идет треугольник и две женщины.
жезловая и мечевая. И рыцарь кубков. Я выбираю тебя, говорит мужчина. Я не хочу быть в треугольнике. По этому треугольнику, да, может быть, что у него другая женщина, может быть, что он женат, но любит вас, может быть, что это его мама, опять же, да, либо его работа, либо его какие-то принципы, что-то или кто-то третье есть, но он хочет из этого выйти. И да, это может быть две женщины, либо в одной женщине может заключаться его какое-то видение и образ другой жизни, мол, да, что в этой другой жизни другая женщина должна быть. Он хочет уйти, он хочет выкинуть это все, он хочет вернуться к вам. Реально. Будет, не будет, и вам решать тоже, и как бы вы сами знаете, что нужно, да? Я чувствую, что вы и сами знаете. Ну, давайте как раз спросим. Если вы хотите, чтобы он вернулся, чтобы были вы вместе счастливы, будет ли так? Ага, какие же карты выходят. А по итогу? Ну, по итогу императрица, вы все-таки вот самая настоящая императрица. Вы счастливы по-любому будете по итогу. Единственное, на сегодняшний день точно не пишите ему, не пытайтесь что-то объяснять, если будет вдруг встреча. Не пытайтесь позвонить. Вообще просто переключитесь на себя. Переключитесь на себя. И он увидит, а что это она не плачет, а что это она там такая красивая, такая целеустремленная, в какую-то свою интересную ситуацию пошла, ну не знаю, с кем-то встретиться или куда-то купить что-то. В общем, вы будете налегке, на таком оптимизме, и он прибежит сам. Он к вам, к императрице, прибежит сам. Но если вы сейчас проявитесь, будет опять повторение. Какой-то груз, который надо, чтобы он снял сам с себя. И вот это его, что он вас не слышит, что идет и обман, и какие-то иллюзии непонятные, и оно сильно может испортить все. Лучше, чтобы сильно любовь и понимание пришло, да, чем вот это вот возобновиться, то, что и было. Пока что не надо. Вы сделаете правильное решение, примите, да, сделаете правильный шаг, правильное решение уже в ближайшие пару дней. Это для вас откроется, может, даже через этот расклад. Он сам придет. Но пока что на сегодняшний день карты так сказали, что дальше будет, посмотрим в других раскладах. Карты не захотели, но дальше говорить. Но они сказали, ты императрица, не забывай. А вообще вот, не впускайте заново вот это. Но если вы не хотите быть с ним, что карты скажут? Люби себя. Опять. Так, это пятерка. Жди, у тебя один шаг до победы. Это пятерка жезлов, шестерка это уже победа. Один шаг остался до чего-то новенького, такого интересного. Это нулевой аркан. Прекрасно. И преодоление препятствий, но еще и какое-то послание будет. Хорошо, здесь тоже достаю одну карту. Мужчина к вам идет интересный. Хороший. Это кубковый король, это с любовью, с пониманием, ну такой нежный, добрый. Но вам нужно что-то подмести, что-то убрать со своего пути, что вас тревожит. Ну это как? Может реально дома поубираться, да, либо действительно с души что-то выкинуть. Но будет какое-то послание, будет какая-то встреча через кого-то, телефонный, опять же, разговор, но не с этим, уже мужчина, это новый человек идет в вашу жизнь. Поэтому ждите встречу, ждите интересные события, ждите какие-то разговоры, что-то такое вот интересное, заводящее и новые пути. Открывается много интересного. Люби себя, люби себя. Ты самое лучшее в этом мире. Карты так говорят. Вот так вот. Так, на дне колоды вот такая карта.
Единственное, что скажу, мужчина испытывает боль, одиночество и безденежье. Да, у него есть проблемы, реально есть. И он будет хвататься за что-нибудь, чтобы все-таки подняться, потому что его эго – это что-то с чем-то. А если посмотреть в конце расклада, как для вас, да, в ближайшие пару дней не давайте никому в долг, иначе как будто бы вот не достанете своих потом. Вот такая карта. Все, на сегодня все. Оставайтесь со мной. Да, и, кстати, подскажите мне в комментариях, но только на Ютубе, не забывайте, вот кто сейчас досмотрел, слушаете меня, да, до сих пор даже, вот, самого-самого наилучшего в миллион раз, больше, чтобы вот с хорошего было. И я только на Ютубе, да, здесь. Напишите мне, называть ли вот, что происходит в его жизни прямо сейчас, потому что я включила, чтобы все подряд шло. Ну, чтобы каждый расклад про мужчин не называть по-своему. Или напишите, ой, называйте там по-другому, а не одинаково, как удобнее. Потому что расклады реально, они разные. Тут интересные конфетки такие выходят, интересные какие-то понимания, да, вот, ну, подскажите. Либо одно и то же название, но разные расклады, либо разные названия, разные расклады. Вот. Все, до следующего видео. Я с вами не прощаюсь. Всего самого наилучшего. И радости, счастья. Да? Увидимся, услышимся на связи. На связи.